Золотая Прага. Как только я первый раз хотела отправиться в Прагу, тут же моментально написала ритм «Три сердца». И еще не доехав до Праги, не посмотрев, что это такое, у меня было ощущение, что это город большой любви. Может быть, это тот город, который не только прародитель любви, но и потом постепенно, когда происходит смена эр, смена рас, смена, то он сыграет определенную роль в эволюции человечества. Казалось бы, совсем небольшой городок, и затем я провожу там Радаст. И в момент Радаста нахожусь в гостинице с таким же названием «Прага». Гостиница построена в советский период для советских лидеров. Поэтому там позолоченные краны, там все абсолютно кубических форм, везде совершенная граненость, квадраты, 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 огромные-огромные площади, но все не квадратные. Таксист, который везет меня в эту гостиницу, говорит: как я ненавижу весь этот советский период, я вообще не могу. Ну хорошо, если вы ненавидите, значит, у вас есть чувства. Если у вас есть чувства, то я права, значит, в этом городе вольно-невольно сердце реагирует, сердце чувствует. А каким сердцем вы ненавидите, интересно, все, что было в советский период? Или каким сердцем вы любите того, что происходит в Праге сейчас? И дальше уже, размещаясь и гуляя по этому городу, я очень четко разделила три сердца. А поскольку у меня есть три струны сердца, то, конечно, я их никому не сообщаю. Я могу закрепить эти струны куда угодно. Но мне нужно было закрепить на достаточно многолюдные места, на достаточное пространство, чтобы людям было понятно и доступно. И тогда я выбираю самые, что ни на есть, экскурсионные места, куда все равно каждый человек, приближаясь к Праге, он там окажется. Ему всегда покажут именно три этих места. И прежде всего его поведут туда, где Карлов мост. Кто же такой Карл? Это тот, кто построил мост, и тот, кто создал для этой страны очень многое, а значит, это сердце-пупок вполне может там оказаться, и вполне оно может там войти в определенные вибрации. Что только на Карловом мосту не происходит, какие только желания люди не загадывают, за что только не держатся люди. И даже я подержалась за самое интересное мальчиковое место, когда нам нужно было загадать желание. Карлов мост. Бликами возьмете, с блеском соберете блатные заботы. Уберете связь и уберете блат, наново раздастся траурный набат. Плесень изумруда золотым звучанием заменится, и увидите блеск падающего с корабля. Как на Карловом мосту в паутине все погрязло, и только в падении омывает слезами грустные люди, моют слезами следы жизни. Лучше омойте след рождения последователей, похожие на кротов, снующие в супермаркетах, в универсамах, смывающие следы торговых накоплений. Кончилась забава, кончилась игра, связи блат не помогут, грянул набат, жизнь набат, высший, пророческий новый. Поэтому так интересно, конечно, когда люди начинают на этом мосту что-то загадывать, куда они провалятся, они даже не представляют. Потом начинает идти развертка, они не смогут ее отследить. Вот мне очень хотелось, что изумруд и золото все-таки им подсказали, подсветили немножко, стоит ли туда уходить.
И что же происходит сейчас, когда я приезжаю в Прагу, и вдруг начинается огромное шествие? И говорят, что это впервые в Праге. Никогда такого не было. Просто празднуют 700 лет этому Карлу. Все в национальных костюмах. Причем костюмы у них очень красивые. Это не то, что маскарадные костюмы на один день. Нет, это костюмы, которые передаются из поколения в поколение. И вот короли, королевы, дальше полный сценарий, откуда что-то рождалось, как родился этот самый Карл. И, конечно, я подхожу не куда-нибудь, а сказала, я сфотографируюсь с вами. И становлюсь той королеве, которая держит на руках маленького младенца. И оказывается, что это главные действующие лица. И так сердце-пупок заработало с полной мощью. Дальше интересно было наблюдать за теми, кто был рядом со мной. Каждый подходил именно к тому периоду или к тем королям, королевам, которые из его времени. Допустим, пара очень тяготеет всегда к Стокгольму, к шведам. И, конечно, когда они отправились фотографироваться, они оказались возле шведских королей. Потом мы просто спрашивали, а вы откуда, вы откуда? И вдруг подходит один человек и начинает заглядывать в глаза, начинает сам пытаться приобнять. Он в таком интересном костюме, купец из Венеции. И тут я вспоминаю любимую Венецию, про которую тоже меня спрашивает экскурсовод. Вы который раз в Венеции? Я говорю, я всего 4-й раз сюда приезжаю. А зачем вы приезжаете? Вы очень любите Венецию? Нет, я ненавижу эту вашу Венецию. А зачем вы тогда приезжаете? Ну, чтобы понять, почему я ее ненавижу. Вы знаете, люди бывают разные, и сердца, они работают в потоке любви и ненависти. И если для меня больше формат любви, он более естественен. Я привыкла любить. Мне очень сложно кого-то ненавидеть. Более того, я тут же забываю людей, к которым отрицательно относилась, отрицательные оценки. Даже если люди мне приносят огромную боль, через какой-то момент это в моей памяти стирается. Потому что на моей стороне любовь всегда превышает ненависть. А тут так интересно, что подошел человек именно из того места, которому я испытываю прям противоположные чувства. И этот человек посмотрел мне в глаза, я посмотрела в его глаза, и все, и струночка завибрировала. И теперь стало понятно, что вот оно, любовь и ненависть, все пересеклось. Значит, струна в порядке.